Приветствую, друзья! Так сложилось, что уже несколько моделей Teen Hi-Fi почему-то прошли мимо меня. Причем как дорогих, так и достаточно бюджетных. Возобновить же славную традицию их обзоров я предлагаю с новым бюджетным суперхитом C2 Mech Warrior. Собственно, это классические динамические наушники с хорошей настройкой и несколько неуклюжим дизайном, который, видимо, должен напоминать нам механического воина. О них сегодня и говорим. Поехали! Приходят наушники в простой картонной коробке с изображением указанного воина и списком технических характеристик. Из важного отметим, что базируются они на композитном 10-мм излучателе с чувствительностью 103 дБ и импедансом 32 Ома. В комплекте идет какая-то карточка, гарантийный талон и набор черных силиконовых амбушюр. Кому как, а я предпочел им те самые КБ-07 с желтым сердечником. Кабель выглядит скромно, да и сопротивление у него 0,9 Ома на каждой из жил, что я считаю очень показательно. Положили, что было, но за их цену такое понять можно. Так что, если вы рассматриваете героев обзора в качестве фаворитов, сразу же докиньте в корзину какой-нибудь более-менее приличный кабель, благо их много. Сами чашечки выглядят брутально, с парой отверстий для компенсации и рубленными такими не совсем очевидными гранями. Зато сидят они хорошо и изоляция в ухе приличная. Вот так все это, друзья, и выглядит. По измерениям у нас довольно быстрый по длине импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 1,4%, что чуть-чуть, но выше нормы. Фаза ведет себя естественно, хотя и немного смещена. Затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 80 и 98 миллисекундам без каких-либо значительных возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8 дБ с правильным заходом на середину, чуть более выразительно выделение области разборчивости и легкий акцент на 8 кГц для усиления резкости звучания. Высокие нам, как видите, сильно не задавили, но ощутимо так ослабили по уровню. Звучат же Mech Warrior в достаточной мере быстро, технично, но тонко и по-бюджетному топорно. На слух оценить их дороже 4000 рублей практически невозможно, хотя при актуальном ценнике в 2300 это тоже прорыв. Так что искать здесь благородную насыщенность, объем или утонченные затухания несколько наивно. Зато они прилично, как говорится, рубят, достаточно техничны по характеру и дают весьма неплохое разделение на скоростных жанрах, именно которым я бы их, конечно же, и рекомендовал. Любой тяж, агрессивная электроника, брутальный рок – вот их стезя. Для джаза же, фанка, оркестра и всего другого прочего лучше посмотреть на что-то еще. Ну или пытаться собрать из всего этого связку посредством жонглирования источником, кабелем и насадками. С точки зрения альтернативы Mondro Paria я бы их даже рекомендовал, а вот T3 уже были заметно музыкальнее. Teen Hi-Fi C2, вообще говоря, сухие, немного такие черствые. Разбирая по частотам, тут приличный по глубине и скорости бас, на мой вкус чуток хлипковатая, но честная середина и упрощенный, но достаточно четкие верха. Нет, далеко не предел мечтаний, однако под смартфон, ноутбук или любой бюджетный плеер такая подача зайдет на ура. Под джаз я бы подобное не выбрал, а вот металлистам и всяким брутальным рокерам, думаю, стоит присмотреться. Я бы назвал их Hexa на минималках, если вам это о чем-нибудь говорит. Замена кабеля на что-то подороже лично в моем случае к положительным результатам не привела. Звук стал заметно мягче, чуть жирнее, но все таким же грубым и простым. То есть с родным кабелем мне понравилось даже больше, чем с медным кастомным. Из ближайших конкурентов можно сравнить их, например, с новинкой от CCA, модель HM20, где последние куда музыкальнее и выразительнее. Впрочем, и ценник у них отличается почти в 2 раза. Но направление, надеюсь, понятно. Это тот же уровень,
что у Knowledge Zenith, но более нейтрально и однородно. По сцене тоже ничего здесь, друзья, выдающегося нет. Все инструменты ощущаются примерно на одном расстоянии от слушателя, без объема, глубины и ощущения пространства как такового. Еще раз, для тяжелой музыки это ничего страшного, а вот слушать них оркестр, прямо скажем, печально. Хотя тембры друг на друга не наползают и неплохо разнесены по горизонтали. Понравилось же мне в них слушать рок и разнообразную электронику. Всякие искусственные тембры звучат в них просто превосходно. Да и отличное разделение позволяет отслеживать каждый из них с просто фантастической точностью. С живыми же инструментами все не так однозначно, поскольку теряются нюансы, позволяющие отличить дорогой инструмент от дешевого. То есть роскошный рояль звучит почти так же, как и приличный синтезатор. Знаю, очень специфичная критика, но тот, кто в теме, задумается. Итогом динамические наушники TIN Hi-Fi C2 Mech Warrior мне понравились своей посадкой, рубленными гранями и довольно техничным звучанием с уклоном в скорости разделения. Не понравилась же мне жиденькая, на мой взгляд, серединка, излишняя сухость, отсутствие построения сцены в глубину, ну и та самая общая отстраненность в передаче материала. Получилось довольно резво, технично, но слишком уж просто в акустическом плане. Превосходные наушники для всевозможной электроники, рока и металла. К телефону или чему-то бюджетному их вполне можно взять. К дорогому же плееру или ЦАПу лучше обратить внимание на те же Hexa. Нормальные для своей цены наушники, если вы любитель всего скоростного и предельно агрессивного. В текстуру и мелодику модель практически не уходит. А на этом у меня все. Это были наушники TIN Hi-Fi C2. Всем добра, подписывайтесь, ставьте лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра!